Сейчас быстро напомню, что было в предыдущей серии. Я показываю местным, как правильно отдыхать. Кто мне даст одну бутылку? Рассказываю, чем можно закусить. То есть манго просто как яблоко. Ты его просто срываешь и ешь. И отправляюсь в казино, где срываю джекпот. Картошка моя. Но прежде, чем мы начнем, девочки, у меня к вам вопрос. Точнее, девочки всего мира, у меня к вам вопрос. Вот вы давно ходили в парикмахерскую не только для того, чтобы себя побаловать, но и чтобы посплетничать? Уверена, что всегда. А вот теперь представьте, что есть страна, где за сплетнями надо идти не в женскую парикмахерскую, а в мужской барбершоп. И да, я таки именно в нее и приехала. Добро пожаловать в Асунсьон. Это жизнь других. Асунсьон – это столица Парагвая. А Парагвай – это маленькая страна в Южной Америке, о которой наверняка даже не все из вас и слышали. Вам, конечно, может быть не до конца понятно, а зачем же вообще о ней рассказывать? Но ведь чем неизвестнее страна, тем необычнее в ней жизнь. Вот возьмем, к примеру, Серхио. С одной стороны, он обычный парикмахер, но с другой стороны, зарабатывает куда больше, чем обычный парикмахер. Почему? Скоро узнаете. Или посмотрим на жизнь Модесты. Казалось бы, студентка, агроном, но именно в Парагвае ее ждет большое будущее. А когда мы познакомимся с семьей учителей Фернандо и Габи, то очень удивимся тому, что они варят у себя в гараже. Но обо всем по порядку. Начнем, собственно, с города, в котором все они живут. Я обожаю свой город за количество растительности. Даже сложно сказать, Асунсьон – это множество парков в городе или город в парке. Мне нравится, что он небольшой. Даже если у тебя нет своей машины, то ты быстро и легко доберешься, куда тебе надо, на автобусе. Автобусы здесь бывают разные, но большинство из них даже не останавливаются на остановках, если никто не просил. А если на остановке стоит один человек, то водитель просто притормаживает, и новый пассажир запрыгивает на ходу в открытую дверь. Автобусы без кондиционера двери не закрывают вообще. Так и ездят с открытыми, но они и дешевле. Проезд 3000 гуарани, а если с кондиционером, то 5000. Но основной транспорт в стране – это все же свой мопед или машина, причем японская. Вы знаете, в Парагвай много приходит машин из Японии. И для того, чтобы они ездили по парагвайским дорогам, их часто переделывают. Там руль меняют, я не знаю, что там еще меняют им. Может быть, эту штуку меняют, может, эту штуку, я не знаю. В общем, что-то переделывают. Вы уже по моим словам поняли, что я профи в автомобилях. Когда я захожу в автосервис, то понимаю все без слов. Вот, например, человек пытается выбраться из-под капота, а вот этот пытается найти подходящую дырочку для отвертки. Но пока безуспешно. А вот кто-то поднимает что-то. И немного праздничного фейерверка, потому что работа – это праздник. А вот вентилятор, и он дует. Все понятно. Ладно, хватит шуток. Лучше у профессионала спрошу, что они тут чинят и переделывают в этих японских машинах. Переделываем мы чаще всего руль. Хоть по законам Парагвая можно ездить и на праворульной машине, многие все равно переделывают. Да и стоит это всего 4 миллиона гуарани. Народ у нас не богатый, поэтому и берут дешевые машины. Чаще всего это японские авто 20-летней давности, которые дешевле привезти из другого континента, растаможить и починить, чем здесь покупать новую. Кроме того, местные утверждают, что японцы просто экономнее, а бензин здесь стоит чуть больше $1 за литр.
Еще мне рассказали, что в семье принято иметь 1-2 такие машины. Кстати, в семье мне это и рассказали. Всегда очень интересно смотреть в разных странах, как люди живут, приходить к ним домой. И когда это не туристическая какая-то история, это вообще я обожаю. Поэтому сейчас я иду к своим знакомым, друзьям. Они работают учителем. О, Оля! И вот сейчас все и посмотрим. Идем. Фернандо и Габи работают учителями английского языка. Живут, как и большинство местных, в своем доме с небольшим садом. И, как и большинство местных, удивляют меня своим отношением к манго. У вас столько зелени много. У вас манго растет? Да, вон там. А вы любите манго есть? Каждый день едите манго? Вообще не ем. Знаешь, как бы у нас бы это назвали? Не буду говорить. Подробнее про мои терзания и потрясения касательно манго смотрите в 1 серии. Вот, понимаешь, я вот просто иду и вот просто возмущаюсь, потому что вот просто вот манго вот так просто на улице растет. Смотри, просто валяется, идешь, просто валяется под ногами манго. Ну скажите, что это не кощунство? Оно валяется никому не нужное манго. Его никто не поднимает, не ест. И вон дерево тоже с манго, вон, видишь? А теперь давайте вернемся в семью, чтобы познакомиться со всем семейством парагвайцев. О, Оля, Киталь! Сколько людей? Это вы тут все живете, Оля, Киталь? Нет, это наша большая семья. Мы традиционно каждое воскресенье собираемся на обед. А живем тут только я с мужем и 2 наших детей. Сколько это килограмм мяса вы жарите? Сегодня нас 8 человек, поэтому жена сказала взять 6 килограммов. Расскажите мне, кто тут главный в семье у вас в Парагвае, мужчина или женщина? Жена главная, она принимает решения. Да? То есть как ты скажешь, так и будет? Да, А если муж непослушный попадется? тогда я сама все сделаю. А как у вас распределены обязанности? Вот Пополам. Но какую половину кто делает, решаю я. мне нравится, что все пополам, но главное жена. Ой, мне так это нравится, кстати, девочки. Ставим галочку себе. Здесь все просто. Я больше работаю, поэтому я отвечаю за все решения, которые принимаются вне дома. А жена занимается домом, поэтому в доме она и главная. По-моему, это справедливо. Так, хорошо. А кто зарабатывает больше? Муж, конечно, он больше зарабатывает. Слушай, вообще шикарно. Он зарабатывает, а я главная. 2 галочка. Зарплату я свою вам говорить не буду, но про расходы скажу. Дом у нас на 150 квадратных метров. Коммуналка плюс интернет и вывоз мусора обходятся где-то в 1 миллион гуарани в месяц. На еду для нас с женой и 2 детей тратим 1,5-2 миллиона в месяц. Ну и плюс одежда, развлечения и так далее еще до 2 миллионов. Здесь у нас и место для работы, и гостиная, и столовая одновременно, а там спальни. Это все мы строили сами. Вы давно построили этот дом? Да, 20 лет назад. Ну, у вас такой хороший дом. Сколько стоит такой дом? 250 миллионов гуарани. Это вместе с землей. Дом одновременно очень просторный и уютный, но больше всего мне понравился сад и летние террасы. Еще я обратила внимание на то, что в доме все двери и окна открыты. Гараж тоже просторный и полностью открыт. Это в городе так безопасно или не совсем? Несмотря на то, что тут, говорят, очень безопасно, есть такие места, где делают обязательно решетки на окна, колючую проволоку и железные ворота. И это здесь очень популярно. О, смотрите, везде решетки, везде решетки. Безопасное место. Асунсьон считается относительно безопасным городом, но это по меркам Латинской Америки.
Где-то у всех двери нараспашку, а где-то действительно даже просто забора мало. Нужна обязательно еще колючая проволока. Можно годами ходить и не волноваться, а потом раз, и какой-то идиот вырвет у тебя сумочку из рук. Мой вам совет. Не ходите в район Чакарита. Он самый неблагополучный. Со мной за всю жизнь ничего не приключалось. То ли везение, то ли у меня такой безопасный район. В общем, можете гулять спокойно, но будьте бдительны, потому что если с преступностью все понятно, то с погодой есть вопросы. Вы знаете, тут такая странная погода. Вчера было прям плюс 40, я умирала. Сегодня 25. Прошел дождь, и вот сейчас вот так вот очень даже хорошо влажность есть. В общем, ну мне сказали, что мне очень повезло, что вот это плюс 40 вчера, это еще были цветочки, как тут бывает на самом деле. Климат у нас и мягкий, и жаркий. Наверняка не все понимают, что имеется в виду. Но я о том, что в январе обычно стоит жара 35-40 градусов, а в июле хорошо и прохладно, где-то в районе 20 градусов по Цельсию. Но несмотря на погоду, люди все равно круглый год ходят на работу. А значит, их дети тоже куда-то ходят. Например, в детский сад. И любой детский сад открывает свои двери в любую непогоду, независимо от того, частный он или государственный. Я думаю, у нас так же, как и везде. Государственные сады бесплатные, но в них не хватает мест. А в частных мест полно, но они платные. Полный день у нас стоит от 1 700 000 до 2 миллионов гуарани, а полдня от 900 000 до 1 200 000 гуарани. Сейчас находимся в группе. Дети в детский сад приходят в 5:30 утра и уходят в 5:30 вечера. Я вот пришла, они вот тут сидели, а потом, смотри, их посадили на пол, на холодный. Моя бы бабушка сошла бы с ума. И смотри, что они делают. В общем, короче, как всегда, воспитатель поет и показывает, дети сидят и смотрят. Пол холоднючий, клянусь вам. Как они сидят, не понимаю. Конечно, частные детские сады не просто так берут деньги. Они предоставляют гораздо больше услуг. Дают детям разные образовательные программы, водят на экскурсии, занимаются пением и танцами и так далее. Смотри, какие красивые дети. Ну что, как дела? ¿Cómo estáis? Бенни? Бенни? Смотри, колокольчик, бери давай. Колокольчик, видишь? Колокольчик. И какие-то странные движения. Не отвлекайтесь, сейчас вас выгонят из класса, короче говоря. Ну, в общем, дети тут вот сидят, видишь. И дети очень тихо себя ведут, хочу тебе сказать, не прыгают. Видишь, сидят, конечно, смотрят на меня, но тем не менее. На первый взгляд, само помещение может показаться пустым, где слишком много пространства не использовано, но это тоже не просто так. И вот смотри, они вот здесь едят, тут они, занимаются, а вот тут они потом спят. Им тоже бросают матрасики, и так вот они прямо и спят. Ну и все. И музыка такая веселая здесь. Блин, мне кажется, когда я танцую, дети думают, что сумасшедшая тетка пришла. Мне просто надо размяться. В сад мы принимаем детей с возраста 4 месяцев. Таких малышей с 4 месяцев до 12 у нас 24. Но, конечно, для них надо и гораздо больше взрослых. На этих 24 ребенка у нас 7 нянь и воспитателей, а для детей постарше соотношение 2 взрослых к 20 маленьким. В оплату сада также входит и трехразовое питание. Есть свой повар, который разрабатывает полезное детское меню. Но, честно сказать, то дети легко могут найти и не самый полезный перекус. У каждого ребенка здесь своя бутылочка. То есть нету просто стаканчика, чтобы ребенок захочет пить водичку, а у каждого своя бутылочка, вот только из бутылочек и своих они пьют. И всякие шоколадки на перекусочку и печенье. Видишь?
моя бы бабушка сошла бы с ума. Ни сырнички, ни кефир, ни молочко, ни сметанка, понимаешь? А вот непонятные какие-то штуки. Вот моя бабушка говорит. А детям нравится. Каждый раз прогуливаясь по новому для себя городу, замечаешь что-то новое. И, само собой, Асунсьон не стал для меня исключением. Кроме того, что здесь очень зелено и тепло, тут еще и очень чисто. А мусор буквально держат под замком. Обычно вот баки стоят, а тут стоят вот такие коробочки. Причем, видишь, закрыт на замочек, чтобы никто чужой свой мусор здесь не оставлял. Оставляешь, приезжает машина и забирает. Видишь, наверное, забрали, потому что пустая коробка. То есть можно, в принципе, было пакет бросить просто на землю, но нет. Они придумали вот такие ящики. Причин использования именно таких мусорных баков несколько. Во-первых, это предотвращает разбрасывание мусора ветром, а ветра у нас бывают сильные. Второе – это чтобы в мусор не могли залезть животные или бездомные. И, наконец, третье. Каждый домовладелец сам платит за вывоз мусора, поэтому закрывает контейнер на замок, чтобы никто посторонний не выбрасывал отходы бесплатно. Я думала, что на этом мои удивления прогулкам по городу закончились, но вдруг узнала, что такое популярный местный спорт. В Парагвае самый популярный вид спорта. Какой вы думаете? Правильно, фигурное катание. Ладно, шучу. Конечно, это футбол. Тройной аксель в Парагвае может исполнить разве что футбольный тренер, празднуя гол своей команды. Я так ненавижу, когда играют в футбол, потому что мяч все время летит мне в голову, клянусь. Сейчас пока улетел в сторону, я быстро скажу, что в футбол тут играют по вечерам, потому что днем очень жарко. Но хотя это и так логично. Но нелогично то, что вечера, как оказалось, сильно затягиваются просто-таки до глубокой ночи. Основная масса людей, которые занимаются футболом просто в удовольствие, играют в него ночью. В 1-2 ночи площадки, как правило, забиты. И это я не про выходные, в будние дни в том числе. Я и сам играю во вторник и четверг с 12:30 ночи. Как раз в том и смысл, что в будни все забито. Причина ведь не только в том, что днем жарко, но и в том, что днем люди работают, а вечером на всех желающих площадок не хватает, поэтому очередь затягивается до ночи. И чтобы вы понимали, когда я уже смотрю третий сон, кто-то только начинает игру. И мало того, они еще за это платят. Естественно, платим. Мы же не профессионалы, а играем просто для себя. Поэтому арендуем футбольную площадку на 1-1,5. 1 час аренды в среднем стоит 20 тысяч гуарани с человека. Насколько в этой стране любят футбол и насколько часто в него играют, говорит еще один уникальный случай, легко который, по моему мнению, мог бы красоваться в книге рекордов Гиннесса. Именно в Парагвае зафиксирован уникальный случай, которого не случалось нигде в мире. Примерно 50 лет назад над Асунсьоном футбольным мячом был сбит самолет. Конечно, это был небольшой одномоторный самолет, но все же он летел слишком низко, и в этот момент футболист попал мячом прямо в самолет. Самолет упал примерно в километре от стадиона в густой лес, благодаря чему никто не пострадал. У нас настолько любят эту игру, что я не удивлюсь, даже если пассажиры самолета после крушения пошли на стадион. Как это чаще всего бывает, из одного хобби выплывает другое. А точнее сказать, вытекает. Ведь, как оказалось, местные страх как любят пиво. И не только пить, но и варить самостоятельно. Об этом я узнала, когда была в гостях в семье. Я тогда случайно зашла в гараж, а там... Я так понимаю, что у учителей есть дополнительный заработок. Вы делаете пиво? Это больше просто хобби, но вообще, да, у меня его еще и покупают. Да, и, ну хорошо, и сколько вы сделаете пива, я не знаю, в месяц, в год, как вы считаете?
У меня получается где-то 80 литров в месяц. Сами мы выпиваем не больше 10, остальное продаем по 20 тысяч за литр. Короче, это такая пенка к моему основному заработку. Конечно, уже пиво есть, работа есть. Что еще надо, правильно? И еще интересно то, что хоть пиво любят все, пивной животик здесь носит далеко не каждый мужчина. Зато каждый носит красивую прическу. Приезжая в какую-либо страну, мне всегда интересно узнать какие-то секреты женской красоты. Но приехав сюда, мне стало почему-то вдруг интересно, а что же делают мужчины и делают ли что-нибудь мужчины местные для того, чтобы выглядеть прилично, по крайней мере? Интересно. Для этого я зашла в мужскую парикмахерскую. Называйте барбершоп, если хотите. И удивлению моему не было предела, ведь атмосфера здесь точно такая же, как у нас в женском салоне красоты. Я имею в виду, что сидят мужчины и просто сплетничают. Даже те, которые уже давно подстриглись. Просто дай им тему для разговора и слушай. А если дашь тему о женщинах, то тут, поди, можно и целый подкаст записывать. Мне моя запретила стричься очень коротко. Сказала, шевелюра в моде. А мне так жарко с этой ее модой. Мне сестра то же самое сказала. Хотя сама пошла и сделала себе каре. Ее кто-то бросил? А как ты понял? Это был ты? Нет, просто моя соседка сделала то же самое, когда с парнем рассталась. То есть, если я вижу девушку с каре, значит, можно знакомиться? Она свободна? Ну, не знаю, но с соседкой моей точно можешь познакомиться, если тебе нравятся женщины слегка за 70. Я подумаю. Слушай, а какая прическа должна быть у мужчины, чтобы девушки поняли, что он одинок и хочет любви? Ну, очевидно, что это тщательно уложенный мокрый эффект на волосах, будто он все утро плакал в душе, а потом нанес гель, чтобы хоть кто-то дотронулся, даже если это только ветер. В будний день к нам приходит около 50 мужчин. По выходным в 1,5-2 раза больше. Стригутся у нас и обычные горожане, и звезды нашего футбола, эстрады. Заходил даже президент страны. Поверьте, у нас красивыми хотят быть все мужчины. Стоимость стрижки в этом салоне 40 тысяч гуарани. А если хотите поправить бороду, то еще плюс 10 тысяч. Совсем немного, как для барбершопа, в который захаживает президент, скажу я вам. Так, но с мужчинами разобрались, но еще я бы хотела обратить внимание на женщин и их стиль. Что заметила лично я? То, что здесь любят платья и любят красный цвет. Приходишь на рынок, перед этим красиво выбираешь себе наряд, полчаса ты делаешь мужу нервы, что тебе нечего надеть, потом приходишь на рынок и сливаешься просто с рынком. Понимаете? И все это стоит 50 местных денег. И все это на скидках. А ты платишь сумасшедшие деньги. Девочки, приезжайте сюда на шопинг. Так, но не хочется мне пока закрывать тему, уж извините, потому что я еще хочу разобраться, а как часто местные мужчины могут себе позволить побаловать свою женщину и подарить ей платье. Ну, я за себя могу сказать. Если ты владелец такой парикмахерской в центре Асунсьона, то она будет приносить где-то 25 миллионов гуарани в месяц. Это для Парагвая очень хороший доход. А если ты просто парикмахер со стажем, то можешь получать 6-8 миллионов в месяц. Но если захочешь заплатить налоги, то на пару миллионов меньше. Так, подождите, что значит, если захочешь заплатить налоги? А если не захочешь, то можно не платить? У нас многие работают неофициально, просто за кэш, поэтому налоги платят далеко не все. Кроме того, законодательство предусматривает уголовное преследование только за неуплату налогов в особо крупных размерах.
А если это небольшие суммы, как налоги с месячной зарплаты, то это небольшой штраф. И то только если тебя поймали, если есть достаточно доказательств и не прошло более 3 лет с момента нарушения. Если же прошло, то про это просто забывают. Короче говоря, народ Парагвая живет в тепле. Он сыт, красиво одет, словом, как тут не быть счастливым? А где счастливые люди, там они и гостеприимны. Честно сказать, их приветливости я была поражена. Ведь так как в Парагвае меня принимали только в нескольких странах Центральной Азии и больше нигде на планете. Мне так повезло, я пришла снимать свою программу, пришли все родственники, и чтобы подарить мне подарок. Это традиционный парагвайский гамак с цветами нашего региона. Мы всем нашим гостям дарим такой подарок. Вот это да! В 10 утра, солнышко, птички поют, травка, свежий воздух. Господи, вы думаете, Жанка любит природу? Нет, я приехала в университет. И вот здесь, в этом поле, и проходит практика у аграрного факультета. Сейчас идем и все узнаем. Ну, похоже, что классно. Парагвай – это страна аграрная. Почти вся ее экономика держится именно на сельском хозяйстве. Именно поэтому я и выехала в чистое, бескрайнее поле, чтобы показать вам, как это выглядит. Ну, ладно. Чистое бескрайнее поле в данном случае находится практически посреди города. Так как аграрные профессии у нас очень востребованы, то и желающих поступить к нам на факультет довольно много. Конечно, скажем, профессия медика или юриста считается более престижной, но мы, пожалуй, где-то очень близко. Я очень хотела именно сюда, так как тут есть большие перспективы найти хорошую работу. Хоть изначально знала, что на аграрный поступают не больше, чем 30% от желающих. Но, слава богу, я все вступительные экзамены сдала хорошо, и теперь вот учусь. Как мне рассказали местные студенты, учиться здесь тоже непросто. Только на занятиях они проводят по 8 часов в день, а после еще сидят по 3 часа в библиотеке. Но зато для большинства учащихся это бесплатно. Система у нас простая. Если в ВУЗ поступают выпускники частной платной школы, то они автоматически поступают на платное отделение. Хоть обучение и недорогое, примерно 500 000 гуарани за семестр, но платить все равно надо. А если же абитуриенты из государственной бесплатной школы, то они и в университете за обучение платить не будут. Честно говоря, именно такую систему я вижу впервые. Еще забыла спросить про стипендию. Стипендии есть, но только для студентов из малоимущих семей. Если у них в семье доход ниже определенного уровня, то такие студенты получают около 2 миллионов гуарани в год стипендии. Стипендия в год в 2 раза меньше средней месячной зарплаты в стране. Может, поэтому я не увидела точно ни одного студента в местной столовой? Святое место. Причем такое приличное, то так прохладно. Какие-то люди, мне кажется, взрослые. Может, преподаватели, студенты, наверное, еще учатся. Вот так, сейчас посмотрим, что можно купить. Воды хочу купить. Ну, хорошая столовая, правда? На самом деле мы туда часто ходим. И, в принципе, там совсем недорого. Я на обед трачу в районе 20 000 гуарани. Там довольно дешево, потому что, не забывайте, мы же аграрии, мы с вами все выращиваем. Я ведь весь день на учебе, так что в этой столовке у меня и завтрак, и обед, и ужин. Ну хорошо, учатся местные студенты много, едят много. А когда-нибудь они вообще отдыхают? Какие-то вечеринки бывают, но очень редко. Как правило, одна в конце учебного года и одна в начале при посвящении первокурсников. И что же там за традиции, интересно? На каждом факультете по-разному. Ну, например, на нашем надо поцеловать голову коровы в губы.
Какой ужас! И что, все целовали? Конечно, если не поцелуешь, будешь изгоем. Я, когда был студентом, надо было целовать голову козла. Видите, поколения меняются и увеличиваются головы. У нас не так противно было. Надо было за вечер выпить всего-навсего 5 бокалов мате и при этом бегать круги вокруг студгородка, по бокалу после каждого круга. Почему бокалов, если это чай? Ну, конечно, потому что там был не только чай, но и немного алкоголя. Конечно, вы скажете, что в каждой стране Южной Америки мате – это отдельная история. Но поверьте, в Парагвае она отдельная от всех отдельных. Парагвай – это историческая родина чая мате. Именно здесь жили индейцы, которые начали заваривать листья падуба и пить как чай. Уже от них этот напиток попал к европейцам и разошелся по всему континенту, да и по всему миру тоже. Да и неспроста же у мате есть еще одно название – парагвайский чай. В Парагвае очень популярные продукты – это мате и чия. Тут их выращивают и продают по всему миру. Вот так это выглядит. То есть, вот видите, вот видно, там трава, вот это мате. Это вот водичка, так вот она наливается, и вот так вот из трубочки потом пьется. Вот, а это напиток с чия, очень тонизирующий и полезный. Я надеюсь, вы все пьете мате и чия, правильно же? Каждый день? Потому что здесь, в Парагвае, без этих напитков, без этих продуктов не проходит ни один день человека. Может, поэтому они такие долгожители. Сейчас Парагвай один из крупнейших производителей мате. Но если, скажем, на экспорт у нас в год уходит около 2 миллионов тонн чая, то внутри страны употребляют еще больше. Насколько сильно любят этот чай в Южной Америке и какая вообще культура выросла вокруг этого напитка, я подробно рассказывала, когда была в соседнем Уругвае. А как вы его завариваете? Ходите с такой чашкой? Это специальные листья с дерева, еще разные травы. Каждый заваривает себе как нравится. Кто-то крепче, кто-то делает легче. Но сам процесс похож на обычное заваривание чая. Для мате у нас есть не только специальный термос, но и специальная чашка и специальная трубка. У каждого этот набор свой, индивидуальный. Ведь они бывают совершенно разных цветов, из разных материалов, ну и так далее. А мате в кофейнях и ресторанах не продается. Его каждый делает сам себе и только дома. Все как раз потому, что трубочка, она индивидуальная, из нее можешь пить только ты. А мате пьется только из трубочки, никак иначе. А у вас сколько разных термосов и чашек? У меня лично один набор, но есть друзья, у которых просто коллекция. Я в день выпиваю около литра. Утром себе завариваю, и на весь день хватает. Он бодрит, вкусный, и мне просто нравится сам процесс. А вообще уругвайцы пьют мате чаще, чем воду. Но вернемся в Парагвай и посмотрим, что же еще здесь такого выращивают, что на этом живет вся страна. Еще мы очень крупный экспортер чиа. В год продаем за границу в среднем 60 тысяч тонн, и это 99% всего производства. Также выращиваем сою, и это, пожалуй, главный процент нашего экспорта. Ведь там уже количество экспорта идет не на тысячи, а на миллионы тонн. Короче говоря, друзья, если вы где-то купили сосиски из сои или соевое молоко, или, скажем, линолеум, да, вы не в курсе? Соя используется даже для производства линолеума. Так вот, если вы где-то купили что-то соевое, то высок процент вероятности, что эта соя была именно парагвайской. Ведь эта страна в пятерке мировых лидеров по производству и экспорту этого продукта. Думаю, я вам Южную Америку не открою, если скажу, что и соя, и парагвайский чай, и чиа считаются очень полезными продуктами. Возможно, поэтому парагвайцы до самой старости живут довольно энергично. Официально здесь выходит на пенсию в 65 лет.
А я пришла в дэнс-терапию. Что бы это значило? Да. Сейчас узнаю, как живут пенсионеры. Но то, что они живут танцуя, вы уже сами догадались. Но насколько им такая жизнь в удовольствие, я решила спросить у всего коллектива сразу. Вы давно уже на пенсии? Я 7 лет. И танцами вы занимаетесь как долго? Уже 3 года. Меня подруга Палома буквально за руку сюда привела. Теперь мы с ней 2 самые энергичные подружки на районе. Вот так и проводим пенсию, пританцовывая. А вот это все на пенсии? Да, все пенсионерки. Девочки, так у вас вторая молодость началась. А как ваши мужья относятся к тому, что вы танцуете? Мой только рад. Еще и сам переспрашивает, когда там у тебя уже танцы? Но когда мы заканчиваем, он каждый раз меня забирает. Такой танцевальный клуб здесь не один, да и не только танцевальный. Есть и вокальные студии, и художественные, и другие. Людей моложе 55 в такие клубы не берут. А что касается финансирования, то эти занятия пенсионеры оплачивают сами из своей же пенсии. Стоит такое удовольствие 150 тысяч гуарани в месяц. Моя бабушка танцует в этой студии, но сказала, что сама все оплатит, не нужна ей моя помощь. Не знаю, может, у нее какие-то льготы. А у вас есть здесь какие-то льготы для пенсионеров? Нет, у нас только пенсия и все. Я работала учителем, а это уже госслужба, поэтому у меня пенсия практически такая же, как и была зарплата. Чуть больше 5 миллионов. А чем еще занимаются здесь, в Парагвае, пенсионеры, кроме того, что вы танцуете? Вы сидите с внуками, вы, не знаю, чем вы еще занимаетесь? Да, конечно, с внуками сидим обязательно, но это в свободное время от танцев и встреч с подружками. Да и путешествовать мы стали больше, чем до пенсии. А денег вам хватает на пенсии для того, чтобы путешествовать и делать все, что вы хотите? Или вам помогают дети? Ну, ты насмешила. Нет, это мы детям помогаем, а не они нам. Я бы тоже хотела на пенсии быть независимой, как моя бабушка. А я бы на пенсии все бросил и отправился в путешествие. Надеюсь, хоть тогда от меня все отстанут. Я на пенсии вижу себя в окружении большой семьи. Большая семья – это неплохо, но если только по воскресеньям. Я еще о пенсии не думаю, но мой дедушка говорит, главное, чтобы я был счастлив. Но это же не все пенсионеры в Парагвае живут так, как вы. Или все абсолютно вот такие счастливые и такие раскрепощенные, имеют друзей, хобби, путешествуют. Наверняка не все, но определенно большинство живет счастливо. Но я думаю, все дело в нашем парагвайском характере. Знаешь, у нас принимают жизнь спокойно. Спокойно принимают проблемы. Мы всю жизнь стараемся жить, не напрягаясь, что советуем своим внукам и детям. Да, время меняется. Молодые люди будто торопятся жить, все успеть. А то жизнь, которую они себе хотят, проживет кто-то другой. Может, они и правы. Рецепта все равно нет. Но как бы то ни было, мы здесь все и правда довольны жизнью. Поверьте, в этом мире много счастья. Нужно просто научиться его разглядеть. В этой неторопливости и спокойствии и кроется секрет парагвайского счастья. Да, в остальном мире очень мало что знают про эту страну. Но самим парагвайцам и не надо никаких лучей славы. Пока все кто-то летят, сломя голову, местные спокойно себе доедают горячее барбекю. Ложатся в гамак между деревьями манго, попивают мате и, наслаждаясь жизнью, радуются, что про них не знают. Просто потому, что если никто о тебе не знает, то никто и не потревожит твою счастливую жизнь.
It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Ну, что вам сказать про Парагвай? Если коротко, то это страна, которая даст вам один важный урок. Если у тебя проблема, тебе нужно сесть в тень и подумать о вечном. А если ты сидишь и думаешь о вечном, то какие у тебя могут быть проблемы? Словом, это прекрасное место, где можно спрятаться от мира и жить спокойно, счастливо и... Играть в футбол. Никуда не спешить. Есть самое вкусное мясо на земле. Наслаждаться прекрасным климатом круглый год. Радоваться приветливости и гостеприимству друг друга. Ну вот на этом, пожалуй, все и сказано. Мне пора собирать чемоданы и мысли. Мысли о том, в какой стране я дальше буду смотреть на жизнь других.